Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые, яркие и интересные слитки. Вяжутся данные слитки очень просто, выглядят очень красиво и интересно. У данных слитков подошва идет цельновязанная, то есть здесь нет никаких швов на подошве. В конце мы с вами сошьем вот этот мысок. Вот таким образом наш шов выглядит. И заднюю часть наших слитков. В мастер-классе данные слитки я буду вязать из пряжи Alize Lana Gold. Это у нас идет по составу 49% шерсти и 51% акрила. И метраж у данной пряжи на 100 грамм 240 метров. Также для вязания нам понадобятся спицы. Данные слитки можно вязать или на двух чулочных спицах, или можно взять круговые спицы. То есть это уже на ваше усмотрение. Диаметр спиц 3,5 мм. Эти слитки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 36-38. Но сейчас обязательно, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания данных слитков, так, чтобы вы смогли их связать абсолютно на любой размер ноги. Для того, чтобы нам связать эти слитки, нам нужно сейчас будет вместе с вами связать вот такую вот заготовку. Данные слитки вы можете вязать как однотонные, так и цветные. То есть это уже на ваше усмотрение. Половина нашей детали связана вот одним узором, то есть вот такой вот интересный и красивый узор. И половина нашей детали, это там, где у нас идет наш мысок, у меня связана резинкой 2 на 2, для того, чтобы здесь хорошо наш следок обтягивал нашу ногу. Ширина вот этой нашей детали, которую мы сейчас с вами будем вязать, должна быть в ширину где-то от 18 до 20 сантиметров. Здесь вот этот узор у меня идет на основе резинки 2 на 1, и он очень хорошо тянется и пружинит. Поэтому если вот я сейчас ровно все разложу, и ширина у меня получается, ну вот где-то 17,5, почти 18 сантиметров. Но как я сказала, здесь узор очень хорошо пружинит и тянется. Высота вот этой части, то есть части до вот этого нашего мыска, до резинки, у нас получается 11 сантиметров. Здесь тоже это является постоянной величиной, то есть высота вот этой части у нас должна быть где-то 11-12 сантиметров. Все остальное у нас идет наша резинка 2 на 2. С шириной детали мы с вами разобрались. Теперь поговорим, как же нам связать слитки на нужный нам размер ноги. Для того, чтобы получить слитки на определенный размер ноги, нам нужно знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас где-нибудь здесь я вставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. Как я сказала, в мастер-классе мои слитки я буду вязать на размер ноги 36-38. Значит, 36 размер ноги у нас соответствует 23 сантиметров, а 38 размер ноги соответствует 24,5 сантиметров. Я сейчас возьму среднее значение, то есть примерно вот 37 размер, ну или вот если конкретно я возьму где-то 23,5 сантиметров. И теперь от этого числа я должна отнять 10%. Это для того, что наше вязаное полотно, оно идет эластичное. И как раз таки вот эти 10% это для того, чтобы наш следок хорошо сел по ноге. И это у меня сейчас получается 21,15. То есть получается общая высота вот этой моей заготовки должна быть где-то вот 21-21,5 сантиметров. Так, чтобы я получила слитки именно на мой размер ноги. И вот как раз таки сейчас мы это все измерим. И высота вот у меня получается, ну вот как раз таки 21 сантиметр. Поэтому, смотрите, мы высчитали с вами общую высоту, то есть примерно вот 21 сантиметр. От этого числа мы сейчас отнимаем вот эту высоту. Как я сказала, вот эта высота должна быть где-то 11-12 сантиметров. Все остальное у нас получается, это вот это, в моем случае, фисташковая часть.
Друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы с удовольствием сейчас свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. На спицы диаметр 3,5 мм обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 47 петель. Раппорт нашего узора будет состоять из 6 петель, плюс 3 петли для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Поэтому вот на спице я набираю 47 петель. При наборе петель желательно, чтобы кончик остался вот чуть длиннее, нежели обычно, так как в конце этим кончиком мы сошьем заднюю часть нашего слитка. Ну а мы сейчас приступаем к вязанию первого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, и дальше идет раппорт нашего узора. То есть мы вяжем одну петлю изнаночную, одну петлю лицевую и одну петлю изнаночную. Дальше раппорт у нас повторяется: одна петля изнаночная, одна петля лицевая, одна петля изнаночная. То есть после вот изнаночной у нас опять начинается одна изнаночная, одна лицевая и одна изнаночная петля. Поэтому по этой же схеме заканчиваем вязать наш первый ряд: изнаночная, лицевая, изнаночная, и опять изнаночная, лицевая и изнаночная. В конце ряда вот я провязала изнаночную, лицевую, изнаночную, и последнюю кромочную петлю я также провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы сейчас все петли провяжем по рисунку. Кромочную петлю мы снимаем и дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. Опять лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая. То есть петли, как они у нас идут по рисунку, так мы их и провязываем. В конце ряда я также вот провязала лицевая, изнаночная, лицевая и последняя кромочная петля. Ее на протяжении всего вязания мы будем провязывать изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю на лицевую сторону. Сейчас мы будем приступать к вязанию третьего ряда нашего основного узора. Раппорт узора в высоту будет состоять из 8 рядов. Мы сейчас с вами вяжем третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее рабочую нашу нить я помещаю вот вперед перед работой. И дальше снимаю следующих 3 петли, не провязывая. При этом рабочая нить у меня расположена перед работой. То есть вот раз изнаночную, 2 лицевую и 3 изнаночную петлю я просто пересняла. И вот у нас с лицевой стороны получилась вот такая протяжка. То есть рабочая нить перед работой и 3 петли просто сняли. Далее следующих 3 петли я провязываю по рисунку. То есть изнаночная, лицевая и изнаночная. Вот этих 6 петель и будут являться вот раппортом нашего узора. Далее вязание повторяем. Рабочая нить перед работой и просто снимаем, не провязывая 3 петли. Сильно эти 3 петли мы не перетягиваем. При этом не нужно эту протяжку делать так, чтобы она сильно болталась. Так как, опять же, если вы сильно перетянули, можно обычной чулочной спицей вот потянуть за края, и эта петля, вытянутая протяжка, станет на место. То есть вот здесь мы, получается, 3 петли пересняли, и дальше сразу же провязываем следующих 3 петли по рисунку. То есть изнаночная, лицевая и изнаночная. Опять 3 петли просто переснимаем, изнанка, лицо, изнанка. Следующих 3 петли сразу провязываем: изнанка, лицо, изнанка. Вот мы с вами провязали уже 3 наших раппорта. Таким образом мы продолжаем вязать весь этот ряд до конца. В конце ряда вот у нас остается 3 петли, и по рисунку я их должна снять. Вот раз, 2, 3 петли просто переснимаю, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Вот смотрите, мы с вами говорили, что 3 петли у нас идут для симметрии узора. То есть для того, чтобы наше вязание начиналось вот с 3 петель и протяжки, и заканчивается также вот протяжкой, вот этими 3 петлями. То есть протяжка с одной стороны и кромочная, и протяжка с другой стороны и кромочная. Эти 3 петли и являются петлями симметрии. Далее вязание мы переворачиваем на изнаночную сторону. И смотрите, мы сейчас запоминаем. То есть после того, как в лицевом ряду мы сделали вот эти наши протяжки, в изнаночном ряду сразу же мы также продолжаем делать эти протяжки. То есть у нас наши протяжки идут вот по 2 ряда провязаны, то есть лицевой и изнаночный. Поэтому
Здесь смотрим, кромочную петлю снимаем. И дальше можно вязание перевернуть вот на лицевую сторону и посмотреть. То есть закончили мы ряд, провязывая вот этой протяжкой. Поэтому с изнаночной стороны после кромочной мы 3 петли просто переснимаем, не провязывая. Но когда мы вяжем изнаночный ряд, рабочая нить у нас остается за работой, то есть на лицевой стороне. То есть 3 петли сняли. Следующих 3 петли провязали по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше опять снимаем 3 петли, не провязывая. Рабочая нить за работой. Следующих 3 петли мы провязываем по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая. Таким образом мы заканчиваем вязать 4-й ряд нашего узора. В конце изнаночного 4-го ряда, то есть у меня получается 3 петли я переснимаю, рабочая нить вот за работой, и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И вязание переворачиваю на лицевую сторону, и сейчас мы будем приступать к вязанию 5-го ряда. Кромочную петлю я снимаю, и дальше смотрите, 5-й лицевой и 6-й изнаночный ряд мы сейчас должны просто провязать все петли по рисунку. То есть мы вяжем после кромочной. Вот у нас идет изнаночная, лицевая и изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, опять изнаночная, лицевая и изнаночная. Таким образом, провязывая все петли по рисунку, мы с вами провязываем 5-й лицевой и 6-й изнаночный. Все петли, как они идут, так мы их и провязываем. И встретимся в начале 7-го лицевого ряда. Так, я провязала 5-й лицевой и 6-й изнаночный ряд. Вязание я держу лицевой стороной вверх, и сейчас мы будем приступать к вязанию 7-го ряда нашего основного узора. В 7-м ряду мы опять сейчас будем делать вот такие протяжки, только сейчас мы эти протяжки будем делать в шахматном порядке. То есть вот здесь, вот здесь, вот здесь и так далее. Поэтому вяжем 7-й ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее после кромочной петли в 7-м нашем ряду 3 петли мы провязываем по рисунку. То есть изнаночная, лицевая и изнаночная. И сейчас мы делаем нашу протяжку. То есть рабочую нить я помещаю перед работой. И просто снимаю, не провязывая 3 петли. То есть вот идет наша протяжка. Дальше следующих 3 петли я провязываю по рисунку, то есть изнаночная, лицевая и изнаночная. Дальше опять рабочая нить перед работой и снимаем, не провязывая 3 петли. Вот рабочая нить перед работой. Следующих 3 петли провязываем по рисунку, то есть изнаночная, лицевая и изнаночная. То есть вот наши протяжки сейчас идут в шахматном порядке. Поэтому таким образом сейчас довязываем 7-й наш ряд до конца, не забывая делать наши протяжки. В конце ряда вот получается сделала протяжку, после протяжки провязала 3 петли, вот изнаночная, лицевая и изнаночная, последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы сейчас будем вязать 8-й ряд. В изнаночном нашем ряду после протяжек мы опять делаем протяжки, поэтому кромочную петлю я снимаю. Дальше мы можем развернуть и посмотреть, что сначала мы должны 3 петли провязать по рисунку, после чего делаем протяжку. Поэтому после кромочной вяжем лицевая, изнаночная, лицевая и делаем дальше протяжку. То есть рабочая нить за работой, это когда мы вяжем изнаночный ряд и 3 петли снимаем, просто не провязывая. Вот сняли, рабочая нить за работой, следующих 3 петли провязываем по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, опять рабочая нить за работой и просто снимаем 3 петли. Вот. И следующих 3 петли провязываем лицевая, изнаночная, лицевая. То есть наши протяжки должны быть вот друг около друга, вот здесь, здесь и так далее. То есть вот здесь 3 петли я провязала, дальше, значит, следующих 3 петли я просто переснимаю, не провязывая. И опять вот 3 петли провязываю по рисунку. Итак, я закончила вязать 8-й изнаночный ряд, и это мы с вами провязали 1 раппорт узора в высоту. Как я сказала, 1 раппорт у нас состоит из 8 рядов. Далее мы наше вязание будем повторять. То есть сначала мы провяжем 2 ряда лицевой и изнаночный. Все петли мы провязываем по рисунку. То есть у нас будет идти кромочная, дальше
изнаночная, лицевая и изнаночная. Опять изнаночная, лицевая и изнаночная. Это мы так провязываем лицевой ряд. Дальше изнаночный ряд, все петли по рисунку. И дальше вот в начале нашего вязания, после двух просто провязанных рядов, мы делаем наши протяжки. Сначала с лицевой стороны, то есть после кромочной сразу начинаем делать протяжки. Затем с изнаночной стороны. После того, как мы сделали вот 2 ряда протяжек, лицевой и изнаночный, следующих 2 ряда мы провязываем просто по рисунку. После 2 провязанных рядов все петли по рисунку мы наши протяжки делаем в шахматном порядке. Таким образом, я сейчас буду провязывать вот это полотно 4 полноценных раппорта. То есть у нас получается вот 1, 2, 3 и 4. 4 раппорта. Закончим вязать наш 4-й раппорт вот этими протяжками. После того, как в 4-м раппорте я сделаю вот эти протяжки, я еще 2 ряда провяжу все петли по рисунку. То есть в лицевой и изнаночный. Дальше я подключусь и покажу, каким образом мы будем продолжать наше вязание, и скажу, сколько это у меня получилась деталь в сантиметрах. Итак, вот я провязала мое полотно, как я сказала, 4 раппорта. И теперь мы будем переходить к вязанию нашей вот резинки 2 на 2. Теперь давайте перед тем, как приступим к вязанию нашей вот резинки 2 на 2, измерим нашу вот заготовку в сантиметрах. И вот высота у меня получается 11 сантиметров. Что касается ширины, ну смотрите, здесь у нас тоже идет как таковая резинка, и она хорошо тянется, то есть по сторонам. Ну, вот так вот ровненько все лежит. И ширина у меня сейчас получается вот почти 18 сантиметров. Ну, как я сказала, вот видите, полотно идет очень-очень эластичное. Теперь, после того, как мы сделали вот наше обвитие, 2 ряда, провязали все петли по рисунку, теперь мы провяжем 2 подготовительных ряда. То есть, смотрите, у нас получается первую кромочную петлю я снимаю, и дальше мы будем с вами вязать резинку 2 на 2. Единственное, сейчас в этом ряду мы равномерно убавим 5 петель. То есть вот давайте вяжем, значит, 1 лицевая, 2 лицевая, то есть кромочная, 2 лицевых. Далее давайте, у нас идут 2 изнаночных, и эти 2 изнаночных петли мы провяжем вот 2 вместе изнаночной петлей. После чего провяжем еще 1 изнаночную петлю. То есть у нас получилось 2 лицевых, 2 изнаночных, и мы сделали 1 убавку. Дальше опять вяжем 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, и дальше у нас идут опять 2 изнаночных петли. Их мы провяжем 2 вместе изнаночной петлей, еще 1 изнаночную, то есть у нас что было вот 2 лицевых, 2 изнаночных и опять 2 лицевых. Это мы убавили уже 2 петли. То есть таким образом мы вот сейчас заканчиваем вязать этот ряд наш до конца. Вяжем сейчас резинку вот 2 на 2 и равномерно убавляем наши петли. И равномерно вот в этом нашем ряду мы должны убавить 5 петель. Итак, я закончила вязать этот ряд до конца. То есть у меня сейчас петли идут 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых. В конце вот у нас получается 2 изнаночных и последняя кромочная петля. И вязание я переворачиваю на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы сейчас все петли провяжем по рисунку. То есть у нас будет идти кромочная и дальше резинка 2 на 2. 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. То есть вяжем в изнаночном нашем ряду резинку 2 на 2, 2 лицевых и 2 изнаночных петли. Дальше, после того, как я провязала 2 подготовительных ряда, то есть в одном ряду я начала вязать резинку 2 на 2 и убавила равномерно 5 петель, изнаночный ряд я провязала все петли по рисунку. Теперь, если вы вяжете слитки однотонные, то просто продолжаете вязать эту резинку 2 на 2 и вяжем это полотно на необходимую высоту. Я сейчас нитку голубого цвета обрезала, беру ниточку фисташкового цвета, и сейчас вот я приступаю вязать эту же резинку 2 на 2, но ниточкой фисташкового цвета. Первую кромочную петлю я провяжу лицевой, так как у нас идет смена цвета, и дальше все петли я буду провязывать по рисунку, то есть вязать резинку 2 на 2, 2 лицевых и 2 изнаночных петли. То есть 2 лицевых и 2 изнаночных, 2 лицевых и 2 изнаночных.
Таким образом мы вяжем вот эту нашу резинку 2 на 2 так, чтобы высота общая нашей вот этой детали была равна тем расчетам, которые мы сделали в начале этого видео. То есть я сейчас буду вязать, чтобы высота, то есть от начала и до конца, где я буду закрывать наши петли, была равна в моем случае 21 сантиметр. Итак, вот я провязала всю высоту моего полотна. То есть вначале нашу вот голубую часть в моем опять же случае. Далее резинкой 2 на 2 я провязала вот этот фисташковый участок. И давайте сразу измерим общую высоту. И высота у меня сейчас получается вот ровно 21 сантиметр. После того, как мы связали всю высоту нашей детали, вот вязание я держу лицевой стороной вверх, и сейчас я буду закрывать наши петли. Я сейчас буду обычно закрывать, так как я обычно закрываю. Первую петлю я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой, и первую снятую протягиваю и спускаю через провязанную. Провязала, протянула и спустила. Дальше опять провязала, протянула и спустила. Таким образом закрываем все наши петли до конца этого ряда. Вот я закрыла все петли. Теперь петельку последнюю вытаскиваем подлиннее. Ниточку от моточка обрезаем с тем учетом, чтобы этого кончика хватило сшить наш мысок. И дальше в петлю нашу продеваем этот кончик, после чего петельку аккуратно мы затягиваем. Теперь нам осталось только сшить наш следок. Предлагаю начать сшивать наш следок с задней части. Поэтому вот этот кончик, где мы набирали наши петли, я сейчас одену в иголку с большим ушком. Сшивать заднюю часть нашего следка я буду вот по лицевой стороне. Сшивать я буду не за кромочные петли, а за первую петлю, которая идет, скажем так, после кромочной. То есть здесь вот я в край вставляю иголку, то есть не кромочную, а вот здесь справа налево. Здесь перехожу на эту сторону, ну и здесь смотрю, у меня идет следующая лицевая вот такая петля, и в эту лицевую петлю, вот она у нас идет дорожка из лицевых петель, я вставляю иголку также справа налево с другой стороны. Здесь вот смотрю тоже лицевая вот наша дорожка справа налево, а здесь в изнаночный вот промежуток этот также вставляю иголку вот справа налево. То есть поочередно сшиваем сначала с одной стороны, затем с другой стороны. Здесь вот лицевая и лицевая справа налево. Изнаночная вот здесь у нас гладь справа налево. И здесь точно так же наша изнаночная гладь. Итак, смотрите, я прошила шов практически до конца. Вот небольшой участок остался, где-то примерно сантиметр, может быть 1,5. И теперь, смотрите, опять же, можно сшивать просто обычно до конца, то есть как обычно я, в принципе, всегда сшиваю. А здесь я решила вот этот наш участок, где вот в конце у нас остался, я решила его немножечко стянуть, для того, чтобы край не был таким острым. Поэтому вот в кромочные петли я здесь продеваю по кругу нашу иголку. Так. Вот. Возвращаюсь вот по кругу. И дальше вот как раз у меня уже затянулось вот эту, скажем так, уголок, этот немножечко мы вот затягиваем. Дальше мы нашу иголку выводим на изнаночную сторону. И здесь по изнаночной стороне этот кончик можно уже закрепить. Просто тогда вот этот наш край получается не настолько острый. То есть он более такой округлый получается. После того, как мы сшили заднюю часть, вот таким образом, кстати, шов выглядит у нас с лицевой стороны. Идет все абсолютно гладко. И вот такой вот он аккуратный. Не сильно большой получается по изнаночной стороне. Это задник нашего следка. Далее в иголку с большим ушком я одеваю вот мой фисташковый кончик. И сейчас этой фисташковой ниткой я буду формировать наш мысок. Для начала петли нашего вот этого края я сейчас также одену вот на иголку. То есть я вот такой гармошечкой эти кромочные петли нанизываю на иголку. То есть вверх, вниз. Итак, смотрите, я все петли одела вот с помощью иголки на вот эту нашу ниточку. И теперь за кончик тяну и
вот этот наш мысок аккуратненько мы затягиваем. Сильно нитку не тянем, чтобы ничего не порвать. И дальше вот этот наш кружочек мы аккуратно с вами сошьем. Я в край вот этого кружка иголку вставляю вот к себе. Или вот если расположить следок вот таким вот образом, то, как мы обычно сшиваем, справа налево. Поэтому берите полотно так, как вам удобнее. Вот здесь получается вот справа налево, хорошенечко затягиваем. Затем здесь вот справа налево. По лицевой стороне это все мы сшиваем. Так, чтобы было все красиво вот и аккуратно. Ну вот я прошила наш этот кружок вот таким образом. Этот шов у нас здесь выглядит. Далее здесь вовнутрь этого шва я иголку вывожу вот сюда в центр, так как дальше этой ниточкой мы прошьем наш мысок вот здесь. Вот идет моя рабочая ниточка. Дальше вот опять же следок я держу лицевой стороной вверх. Смотрите, с одной стороны у меня получается вот кромочная и изнаночная дорожка, а с другой стороны у меня получается кромочная и лицевая наша дорожка. Я буду вставлять иголку здесь вот в изнаночную первую петлю справа налево вот. А там, где идет обратная сторона и наша лицевая дорожка, я буду вставлять иголку вот в кромочные петли. Смотрите, сначала в одну кромочную петлю я вошла и в соседнюю справа налево вышла. Дальше идет вот опять изнаночная наша гладь и кромочные петли. В одну вот кромочную петлю я вставила и вот в соседнюю петельку я иголку вынула справа налево. Итак, вот я прошила наш мысок. Вот таким образом выглядит наш шов. Далее эту ниточку мы можем вывести опять вот на изнаночную сторону. И этот кончик спрятать по изнаночной стороне. Далее нам осталось сделать только обвязку. Обвязку я рекомендую делать, так как благодаря обвязке вот этот наш край получается фиксированным и стабильным. Благодаря этому следки будут хорошо сидеть на ноге. Поэтому вот сюда в центр, где я закончила сшивать наш мысок, я вставляю крючок. Я взяла крючок 3 миллиметра. И вот я беру ниточку фисташкового цвета. Обвязку можно делать абсолютно из любой пряжи. То есть вот я крючок вставила и петельку крючком вынимаю. Пальчиком придерживаю там все кончики, никаких закрепляющих узелков сейчас я не делаю. И дальше вот поочередно в каждую кромочную петлю я вставляю крючок, вынимаю эту петельку и эту петлю я сразу же провязываю. Вставили крючок вот в кромочную петлю, вынули петельку, после чего эту петлю мы провязали. Вставили, вынули, провязали. Вставили крючок, вынули петельку, провязали. Таким образом обвязываем вот этот наш ряд по кругу столбиками без накида. Итак, вот я провязала ряд обвязки по кругу. Здесь вот нашу первую петлю, где мы начали делать нашу обвязку, я вставляю крючок, вынимаю петельку и эту петлю я сразу же провязываю через ту, которая у меня находилась на крючке. Далее еще делаю одну петлю вот вверх подъема. Ниточку от моточка мы сейчас обрезаем. И дальше мы эту петельку аккуратно вытаскиваем и затягиваем. И дальше все наши кончики по изнаночной стороне прячем любым удобным для вас способом самостоятельно. После того, как мы с вами спрятали наши кончики, следки наши полностью готовы. Поэтому, друзья, надеюсь, данное видео было для вас полезным и понятным. Поэтому не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.